Всем доброго солнечного дня! Я особенно приветствую своих подписчиков и шлю благодарности от всего своего сердца. Мы сегодня прогуляемся по этому милому озеру. И так как мы живем рядом, мы часто видим его сезонную трансформацию. И мы вам покажем сейчас зимний вариант. Итак, мы на озере Близнецы или озеро Близнецов. На немецком это звучит Zwillingsee или Zwillingteich. А сейчас его название такое более упрощенное – Поплавок. Он находится рядом с проспектом Мира и Каштановой аллеей. Почему именно Близнецы нам ближе как название, помимо того, что оно историческое, для нашей семьи это важное такое сочетание букв и смысла, так как мы с моим супругом Андреем рождены под знаком Близнецы. Пруд был создан в начале 20 века для ликвидации подтоплений прилегающих территорий, когда в западном пригороде Кёнигсберга строился новый престижный район Амалинау. Zwillingteich стал местом отдыха жителей Амалинау и одной из самых ярких достопримечательностей района. Немецкое название пруд-близнецы объясняется формой пруда. Он состоит из двух примерно равных половин, которые соединяются тремя протоками, между которыми находятся два островка, соединенные пешеходными мостами. После войны в 1949 году Zwillingteich был переименован в Поплавок. Однако в разговорной речи гораздо более распространенным было еще одно неофициальное название – Хлебное озеро. Оно связано с тем, что рядом с прудом находился хлебный магазин. Весной 2013 года, как мы узнали, на озере начались реконструкционные работы. В рамках реконструкции пруд был очищен от донных отложений, проведено укрепление берегов, работы по установке освещения набережной, проведена реконструкция мостов. И набережная новая открылась 25 апреля 2014 года. Ну, на самом деле мы и сейчас видели небольшие доделки. То есть пруд не запускают, и за ним следят, и это очень приятно. Сейчас здесь находится достаточно хорошая детская площадка, множество лавочек для созерцательного времяпрепровождения, а летом и осенью здесь живут лебеди и утки. И для них стоит домик для птиц, тоже достаточно живописно вписывающийся в открытку. Вообще это озеро расположено между жилыми, естественно, домами невысотными, и в жилом районе, в черте города. Поэтому тут всегда очень много собачников. Я сама их очень-очень, не собачников, а собачек очень-очень люблю. Поэтому истинное удовольствие получаю каждый раз от прогулок по этому озеру. Кстати, живности тут достаточно много, и помимо собак тут много птиц всегда присутствует. В зимнем варианте это чайки и голуби, и они почему-то всегда все голодные. А вот сейчас мы стоим как раз на одном из мостиков, и посмотрите, какая красота! Это застывший лед, а внизу водоросли. И зелень и внизу, и сверху растет. То есть настолько все живописно, и вода настолько чистая и кристальная, что застывает, и там видно в ней, что растет. А это мы стоим на Каштановой аллее. Это часть этой улицы. Естественно, тоже зимний вариант. И сейчас пошел забор. Это забор жилого дома,
парковка. За ним разбит сад для этого жилого дома. А это вот справа появляется вход на озеро Близнецы. Ну а это во всей красе стоит Генеральное консульство Республики Польша. И оно как раз граничит с этим милым озерцом. Если вам понравилось мое видео, приходите на мой канал, смотрите мои другие видео о путешествиях, о здоровье и пишите комментарии, задавайте вопросы, я буду рада с вами пообщаться. До встречи!